Итак, дорогие друзья, сейчас лидер мужского турнира Viswanathan Anand покажет свою победу черным цветом над Левоном Ароняном. Аня переведет. Please wish what the important and key points in... Yeah, sure. Слышно? Может, ну да. So, well, just to change something, I decided to play this Schlechter variation. Чтобы просто что-то сменить, я решил играть вариант Шлехтера G6. And, well, I think Aronian has played what he did before, H3 and Bishop D3. Я думаю, что Аронян играл то, что он применял раньше, это H3 и слон D3. Yeah, recently this has become quite fashionable, though more against Bishop E2. В последнее время этот вариант вошел в моду. But okay, I was just making some moves at the board, so... Ну, в большей степени слоном на E2, а я просто играл, в общем. And now he went A4. Здесь он пошел А4. I think the point is, if he plays it on this move, я думаю, что идея в том, что если играть А4 здесь, then I can still play A5 and bring the knight to B4. тогда я могу сыграть А5 и перевести коня через А6 на Б4. So in effect, what he's saying is that my knight is committed here. Да, и поэтому сыграл А4 позже, чтобы мой конь уже был на D7. So I'll try to go for E5. Я хочу сыграть Е5. And he went... I mean, it's also possible to play knight D5, but maybe we shouldn't start analyzing the opening too much. И также можно играть и конь Е5, но я думаю, что мы не будем очень много анализировать дебют. So I went B6. Я пошел Б6. And after queen E2, и после ферзь Е2, now that he cannot play knight E2, I can start thinking about E5. Теперь, когда белые не могут пойти конь Е2, я могу начать думать Е5. So rook D1, E5. Ладья D1, Е5. And here, I think he can play knight D4. Здесь, я думаю, белые могли пойти конь D4. Or knight takes E5, rook takes E5, and his idea after the game was queen F1. Или конь бьет Е5, ладья Е5, ферзь F1. But basically, we thought black was doing okay here. Но, Black is okay, yes? Yeah, I think so. но тем не менее, у черных все в порядке. But he simply missed something. He went bishop E1. Но мой соперник просто что-то упустил. Он пошел слон Е1. Took. Взятие на F3. Queen C7 is also perfectly playable, but I went queen B8. Также можно было сыграть ферзь C7, но я пошел ферзь B8. So the point is, his queen cannot go to any of the dark squares. Идея в том, что белый ферзь не может пойти на черные поля. F4, G3. Or at least if it goes there, I'll swap. And if he goes queen E2, и если он пойдет в ферзь Е2, then I have this move D4. тогда я могу сыграть D4. So he had to play this. Поэтому белым пришлось играть ферзь F4, после чего был размен. И я думаю, что это очень важно, что здесь я сыграл конь D7. Because if he plays, let's say, B4 now, потому что если теперь белые играют, например, B4, then rook takes E1 check wins. Тогда я выиграю при помощи хода ладья бьет Е1. I can enter moves also. So, yeah. То есть идея в том, что черные убрали коня, да, на D7, открылся слон G7. So he went A5. I went knight C5. Соперник сыграл А5, я конь С5. So I'm trying to play rook takes E1 check. So if he plays, for instance, this. Я хочу сыграть ладья бьет Е1 шах. Then I deflect. Например, после взятия на b6 я беру на Е1. Конь d3. Ладья Е7. Ладья b8. And probably black should be winning. И я думаю, что черные должны выиграть эту позицию. I mean, I briefly considered this, but. Я довольно немного посмотрел этот вариант, но очень сложно поверить в то, что белым удастся избежать поражения. So, in fact, I think he showed how resourceful he is in these positions. Я думаю, что белые показали, как много ресурсов у них есть в таких позициях. Because roundabout here, I thought he was really in difficulty, which he is. I mean, he is worse, but somehow. Потому что в этот момент я думал, что вообще у белых довольно тяжелая позиция, она действительно такая есть, но мой соперник очень хорошо защищался. He found a way to keep going. Он нашел способы продолжать борьбу. And somehow, at least by swapping the bishops, he takes a lot of pressure off his position. Разменивая слонов, белые снимают довольно большую часть напряжения с позиции.
I don't know that this is necessarily the best move. Я не знаю, если конь Е3 это действительно самый лучший ход. But I figured I could always go back and move later. Но я подумала о том, что я всегда могу пойти обратно, если понадобится. And now knight c4. И вот я и пошел конь c4. And if he plays knight takes d5. Если белые берут на d5 конем, then I go knight d2. Тогда конь d2, Rook b1. ладья d1. Knight b3 and I win. И после конь b3 черные выигрывают. If he doesn't do knight d5, then I'm threatening knight takes b2. А если белые не берут на d5, тогда у меня угроза конь бьет b2. So he went knight e2, and now I very happily went here. Белые сыграли конь e2, и я был очень счастлив пойти вот на этот And вариант. now, if knight d4 or knight c3 or any such move, Теперь, если белые играют конь d4 или конь c3, вот такого плана ходы, okay, maybe one of the children want to try and see what black is supposed to do. Here? Может быть, кто-то из наших зрителей хочет попытаться сказать, что черные в этом случае будут делать. Есть Anybody want to try and solve it? желающие решить? Да? Пожалуйста. Опять ладья b5, слон на 6. a5, rook b5, bishop a6. Well, no, knight d3 check first and then bishop a6. Сначала взятие на d3 и потом слон на 6. Да, абсолютно правильно. And this is brilliant. He just goes back. Rook d4. Ну, белые просто идут назад, ладья d4. And in fact, yeah, I had to go bishop c6. Мне пришлось сыграть слон c6. f5. f5, I went a5. Опять. And to be honest, I thought his best chance here was even b4. И, честно говоря, мне казалось, что за белых лучшим шансом было здесь b4. Because what he must avoid is if we do this, Если черные берут АБ, then I take. ладья And b4. it's much more difficult to push these pawns when they're weak like this. И черным гораздо сложнее продвигать пешки b5 и d5, когда они вот такие слабые. Of course, there are other moves. There is knight d3, for instance. Конечно, есть другие ходы, например, конь b3. But then, yeah, rook f4. Тогда ладья f4. And it's, you know, of course, I'm better, but somehow it's not finishing. Конечно, у черных лучше, но игра еще But he продолжается. went bishop b1, I went b4. Но белые сыграли слон b1, я пошел b4. And actually, white has got quite some counterplay because black has some. Somehow, white is going to start pushing everything on the king side, like happened in the game, and I started to feel that it's going to be quite close if it works out for black. Вообще у белых, в принципе, есть довольно много контр-игры, и So of course I cannot tell you all the subtleties here. That's too much. But я не буду очень углубляться в позицию, потому что это слишком, но вот эти вот продвижения на королевском фланге пешек, это был хороший шанс. Mainly because we didn't know what they were, and so rook h1, bishop b3. And finally my bishop gets to c4 and I start to push this. И наконец мой слон перейдет на c4, и я начну двигать пешки ферзевого фланга. And yeah, and again this is resourceful, so I take. And if rook g4. Если белые играют ладья g4, then of course the only way, but which is sufficient, is bishop c2. Тогда единственным путем будет слон c2, но этого вполне достаточно. So he went rook d2. Ладья d2, слон c4, ладья h4, король f6. I don't. Well, round about here, of course, I think white can play better, but we were already, I think, running short of time and a lot of tension. So. Я думаю, что, наверное, белые где-то могли сыграть лучше, но уже у нас было довольно мало времени и напряженная позиция. And I think this is the key moment when knight d4 takes. Я думаю, что вот это вот ключевой момент. После конь d4 и взятия на d4 я просто играю a4. And I simply take my a pawn through. И моя пешка просто продвигается вперед. Rook h7, but he's just blitzing. I think he was already down to just under 30 seconds here.
Ладья h7. Здесь мой соперник уже блицевал, уже, наверное, у него было меньше 30 And the секунд. only thing I needed to see is that my king can go e5, d6, so something like this. В общем-то, единственное, что мне нужно принять внимание, это что мой King король d6, может уйти через e5 and then when I на go to d6, d6. I'm safe from all mating attacks. So И когда он уйдет на d6, я полностью защищен от различных атак. take, rook f4, king e5, g3, and of course a2 wins, but I think this is even. А2 тоже выигрывает, но я думаю, что ладья b8 даже I'm лучше. just going to mate him, and in fact the bishop has no squares anyway. So, Да, и у белого слона нет просто полей хороших. so that was it. Спасибо большое, ребята. Если есть какие-то вопросы, быстро Thank хотите you. задать, то вы можете это сделать прямо сейчас. Или отпустим чемпиона мира отдыхать. Отпускаем. Thank you very much.